Приветствуем наших подписчиков и гостей нашего канала. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня, друзья, поговорим о том, что ни в коем случае нельзя делать в церкви, в храме, потому что если вы будете это делать и не обращать на это внимания, игнорировать, то вы должны понимать, что так на вас могут навести порчу, сбросить свои неудачи, проблемы, болезни и так далее. Поэтому очень важно, чтобы вы просмотрели это видео от начала до конца, а также поделились с теми людьми, которые ходят в церковь, которые входят в храм, и постарались больше так не поступать. Поэтому обязательно просмотрите это видео от начала до конца, в комментариях напишите: «Мне помогает и оберегает меня Бог». Истинно да будет так. Друзья, также хотим всех поблагодарить за донаты, которые вы нам отправляете. Нам очень-очень приятно. Итак, друзья, давайте поговорим о том, как легко можно навести на человека порчу и отдать свои неудачи, проблемы или неприятности. Вы должны понимать и то, что храм, церковь – это не только святое место, но и то место, где черные маги, колдуны проводят свои грязные делишки. И, как правило, они стараются особенно проводить такие свои ритуалы черные, именно когда очень много людей и когда большие праздники. Почему? Потому что в такой момент, во-первых, энергетика каждого человека, она увеличивается в этом месте, в храме, в церкви. И, во-вторых, когда они занимаются своими делишками, они таким образом не привлекают свое внимание. Очень много людей, и каждый человек приходит помолиться, поставить свечку и так далее. И многие люди, вот что вы делаете в храме? Вот задайте себе вопрос: вы пришли в храм, пришли в церковь, ваша задача, да, прийти помолиться иконе, попросить высшие силы о каких-то своих благах. В этот момент вы в своем окружении никого не знаете из знакомых, близких и так далее. Да, бывает, что если это, допустим, село, деревушка, то люди, как правило, друг друга знают. Но если мы говорим о каких-то больших храмах, святых местах, то, как правило, люди приходят, и очень много приходят для того, чтобы попросить. И в этот момент такие вот черные колдуны, маги стараются провести свои обряды, потому что они наиболее эффективны. И многие люди думают о том, что: ой, это святое место, я сейчас вот помолюсь, поставлю свечку, и меня ни один колдун не тронет. Но вы должны понимать и другое, что в момент, когда вы просите высшие силы, Бога, Божью Матерь, о чем-то вы открываетесь. А значит, это сосуд, который открыт, и в него можно налить все, что угодно. И вот маги, ведьмы, они знают об этом. Они знают, что человек в этот момент открыт божественным силам, а значит, можно и помочь его закрыть или забрать вот то, что очень важно для вас. Поэтому ваша задача, во-первых, в первую очередь, никогда ни с кем не общаться в храме и в каких-либо святых местах. Очень часто можно увидеть следующую ситуацию: в каких-то особых местах, в святых местах, где, например, тому же святому Николаю, Матроне и так далее, вы можете увидеть, как люди стоят в очереди. В этот момент вы, когда стоите, вы не знаете, кто впереди, кто сзади вас, кто по сторонам ходит. И в этот момент очень важно, чтобы вы как можно меньше соприкасались с другими людьми, при этом не только физически, но и энергетически. Обращаем ваше внимание, что, как правило, все стараются стоять как селедка к селедке, чтобы быстрее попасть к святому месту. Но вы должны понимать и то, что в этот момент с помощью того, что до вас дотронутся, вам могут передать любой негатив. Также, когда вы стоите, как правило, в вашем окружении могут быть вот люди, которые вот кажется, что ну вот просто божий одуванчик. Вас могут угостить шоколадкой, конфеткой, случайно вам отдать платочек, потому что вы обчихнули, да, или у вас произошло что-то, какая-то нестандартная ситуация, как вы думаете. И вам в этот момент в вашем окружении, вы этого человека не знаете, с милой улыбкой передают какую-то вещь. Вы ее берете, и уже активируются определенные негативные программы по отношению к вам. Даже если вы потом вернете это, но вы уже запустили в свою жизнь эту программу. Поэтому запомните одно простое правило: никогда ни у кого ничего не берем, даже не дотрагиваемся.
Бывают такие ситуации, что вам срочно что-то надо, там платочек, салфетка или еще что-либо. Научите себя, что вот когда вы идете в такие места, у вас все должно быть при себе. Даже водичка. Возьмите маленькую бутылочку воды, наберите и принесите с собой. Но никогда ни у кого ничего не берите. Многие люди об этом не думают и думают о том, что ну что же, я же стояла с такой милой женщиной, она так мило со мной общалась, она меня угостила своим бутербродом. А вы знаете, что таким образом у вас пытаются забрать здоровье. И именно вот ведьмы, колдуны, они видят человека, у которого легко это можно забрать. И потом в один момент у этого человека начинает происходить ситуация. Поэтому, чтобы этого не было, пожалуйста, старайтесь, вот вы пришли в храм, в церковь, в святое место, старайтесь быть открытыми только к Богу, но не к людям. Далее, на что стоит обратить еще внимание. Очень часто люди проводят крещение, люди проводят венчание. А вспомните, как проводятся именно эти обряды в церкви, особенно если мы говорим о каких-то больших святых местах или о больших храмах, да? Все равно проводится, например, крещение ребенка или венчание, а в храмах не закрывают двери. Иногда могут только закрыть в том случае, да, если какие-то богатые люди готовы, попросили, дополнительно подали пожертвования какие-то и их закрывают. Но дело в том, что вы, когда, допустим, у вас идет венчание или крещение, двери эти входные не закрывают. Соответственно, в этот момент заходят и много других людей, которые ставят свечи, да, что-то разговаривают, где-то просят и так далее. Но есть еще один момент. То есть, когда идет крещение или когда идет венчание, вы не контролируете, что происходит в вашем окружении, потому что у вас есть своя особая ситуация, свой великий праздник. И дело в том, что в этот момент, когда происходит венчание или происходит крещение, вы можете, возможно, заметить, что стоит кто-то рядом, какая-то женщина, и в этот момент она на энергетическом уровне переправляет все негативные какие-то посылы, например, этой молодой паре, которая только создала свою семью, или маленькому ребеночку, который вообще он беззащитен. Поэтому, когда вы заказываете венчание в храме, в церкви или крещение, всегда просите, чтобы на время нахождения вас, проведения вот такого вот важного ритуала, обряда для вас и для вашей семьи, двери были закрыты. Да, возможно, священник, батюшка скажет слово «нет», потому что это для всех, но вы должны понимать, что вы как минимум себя огородите от каких-то неприятных ситуаций. Кроме того, еще на что стоит обратить внимание. Очень важно смотреть на то, когда вы входите в сам храм или в церковь. Как правило, вы видите людей, которые просят милостыню. Но если вы обратите внимание, они очень хитро просят милостыню. Когда вы заходите, они вас никогда не попросят милостыню. Вот это слово совсем. Но когда вы выходите, вспомните, что они вам говорят. Они говорят: будьте здоровы, или желаю вам счастья, да, или пусть Бог тебе поможет, и так далее, и так далее. И человек такой: ой, мне пожелали такого всего хорошего, и дает что? Денежку. Таким образом, вы вместе с этими деньгами, со своим достатком отдаете этому человеку свой достаток, свое благополучие, свое здоровье, в зависимости от того, что вам пожелали. Поэтому, если у вас есть такая вот традиция давать милостыню, то всегда давайте милостыню только перед тем, как вы зайдете в храм, в церковь. То же самое, если вы находитесь в каком-то паломническом туре. То есть всегда есть попрошайки, и это вот очень важный момент, чтобы вы просто не отдавали свое благополучие, достаток и свое здоровье. Далее, на что еще стоит обратить внимание? Стоит обратить внимание на то, что, возможно, что-то упало у кого-то в храме или в церкви. Никогда не спешите кому-либо помогать. Очень часто бывает так, что в толпе
может у кого-то упасть или кошелек, например, даже мобильный телефон может упасть, платочек и так далее. И все что делают? Пытаются помочь другому человеку, потому что за него переживает. Но вы должны понимать и то, что когда вот кто-то вот так вот обороняет свою какую-то вещь, вы должны задуматься, а для чего он это делает, потому что он роняет с целью то, чтобы кто-то в его окружении поднял эту вещь. И как только вы подняли, да, там буквально пару секунд прошло, вы уже приняли опять же на себя этот негатив, вы приняли на себя ту программу, которую была изначально заложена в этой вещи. И вы уже ушли, человек тоже уходит со временем, и потом начинаются всевозможные проблемы. Поэтому ни в коем случае никогда ничего ни рядом с храмом, церковью не поднимайте, не берите, ни в самом. Далее, никогда не берите чужие платки, фартуки. И, как правило, они лежат, да, для того, чтобы вы могли надеть, но вы должны понимать и то, что если вы пришли без платка, подойдите в церковную лавку и купите себе новый платок. Но ни в коем случае вот не берите эти бесплатные, потому что кто-то в этот момент мог оставить свою порчу, мог оставить свою ужасную судьбу и так далее. Также никогда не давайте, если кто-то что-то просит у вас в храме или в церкви, да и вообще по жизни, свои личные вещи чужим людям. Это касается и украшений, это касается свечей, вне зависимости, вы их принесли, вы их купили. Далее, ни в коем случае никогда не берите еду, продукты питания, другие предметы. Бывает так, что вы находитесь в храме или возле и начинают вот как будто что-то раздавать. Помните о том, что это все неспроста. Когда вам хотят что-то навязать, вы должны уже остановиться и подумать, а что же происходит в тот или иной момент. Далее, также свечи, вне зависимости какой иконе, всегда ставьте сами. Вы должны знать, какой иконе вы хотите подойти, какому святому. Даже если очень много людей находятся в храме, например, великий какой-то праздник, все равно подойдите той иконе, которой вам нужно, попросите прощения, если вы кого-то где-то толкнули случайно, но сами своими руками. Никогда сами не передавайте свою свечу и чьи-то свечи не передавайте. Также за упокой свечи вы помните о том, что ставят в определенном месте. Поэтому бывает так, что вас могут даже какие-то знакомые или друзья попросить поставить свечи за упокой. Научитесь никогда не делать этого. Даже если вам заплатят за это деньги, никогда не оказывайте медвежью вот такую услугу, потому что то, что произойдет потом в вашей жизни, да, если вы уверены в человеке, что он действительно вам желает добра, что он вам не желает зла, но вот из практики, из опыта люди 5, 10, 20, полжизни общаются с человеком, делят последний кусок хлеба, а потом оказывается, что человек всю эту жизнь завидовал каким-то благам и постоянно делал гадости, хотя на общем фоне этого не было. Поэтому научите себя, своих близких и родных, они хотят поставить свечи за здравие, за упокой, какие-то записки передать, они должны это сделать сами, а не чужими руками. Помните, пожалуйста, об этом. Далее, друзья, на что еще стоит обратить внимание? Если вас кто-то толкнул, вне зависимости, как вы думаете, случайно или нет, верните это то же самое. Это очень важно. Почему? Потому что вы должны понимать и то, что таким также образом пытаются у вас забрать достаток и принести в вашу жизнь какие-то вот проблемы. Также, когда вы идете в храм, в церковь, не старайтесь надеваться в самые красивые, дорогие вещи, потому что это не то, что это эстетически некрасиво или неправильно и так далее. Здесь другая ситуация. Вы показываете, возможно, свой достаток, и колдуны и ведьмы понимают о том, что, значит, вы тот клиент, как говорится, на который
которого можно все перевести и забрать у вас вот те блага, которые у их клиентов или у них есть какие-то проблемы. И, соответственно, вы даже об этом не думаете. Далее, когда вы находитесь с детьми, с внуками в храме, в церкви, научите их, чтобы они также никогда ни у кого ничего не брали. Ни конфет, ни игрушек, ни шоколадки. Дети очень падки вот на всякое яркое, вы сами знаете, у кого есть дети, внуки, научите. Это очень сложно, но это нужно. Бывает, что вам могут дать яблочко ребенку, ну как же, вот мне жалко, а ребенок такое красивое яблочко. Ни в коем случае никому никогда не разрешайте, потому что вы должны понимать и то, что вы не знаете этого человека, и он будет стараться всеми своими силами передать другому человеку вот эту разрушающую программу. Смотрите, мы никого не пугаем и не говорим о том, что ой, нельзя входить в храм или ходить в церковь. Нет, девочки и мальчики, вы должны понимать и то, что вы должны оберегать себя и защищать себя, но не поддаваться вот на те или иные моменты, негативные моменты в своей жизни. То есть, когда вы знаете, что это не надо делать, это может быть так, то вы на будущее будете осознанно подходить тем или иным моментом. Вот просто запомните это о том, что мы вам сегодня рассказали, и вы поймете на будущее, как вам и что делать. Поэтому вы должны понимать и то, что храм, церковь, святое место, где вы пришли, помолились, и после этого идете, занимаетесь своими делами. Есть люди, которые каждый божий день ходят в храм, церковь, молятся, ставят свечки. Это нормально. Человек, вот именно вот для него это так, он это чувствует на данном этапе в жизни. Он так воспринимает. И нельзя ни в коем случае такого человека осуждать. Человек молится, он работает с таким вот христианским эгрегором, другими эгрегорами, неважно. Но вы должны понимать и то, что нужно уважать чувства других людей. Помните, пожалуйста, об этом. Друзья, поставьте, пожалуйста, лайк этому видео. Напишите в комментариях, пожалуйста, свое мнение. Ну а прямо сейчас на экране, друзья, вы видите 2 всплывающих окна. Это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше. И смотрите, друзья, всех вам мыслимых и немыслимых благ. Услышимся с вами уже буквально в следующем видео.